Здравствуйте, мои маленькие любители схемотехники. Вы за это проголосовали, а значит это видео будет полностью посвящено схеме платформы для гитарных педалей. В прошлый раз мы уже собрали цифроаналоговую часть, состоящую из микроконтроллера, аудио-АЦП и ЦАП. Сегодня же придумаем схему предусилителя и питания и подключим органы управления и индикации. У нашего АЦП PCM1808 обнаружилась одна особенность. Он дает очень неприятные искажения при перегрузке по входу. Подозреваю, что в нем нет никакой защиты от знакового переполнения, и именно оно происходит при превышении размаха сигнала 60% от питающего аналоговую часть напряжения 5 вольт. Единственный способ избежать перегрузки и этих искажений заключается в ограничении уровня сигнала, подаваемого на вход АЦП. В прошлой серии в этом нам помогла самая важная деталь в схеме – обычный резистор, включенный последовательно со входом АЦП и образующий совместно с его внутренним сопротивлением делитель напряжения. Общее входное сопротивление такой схемы составляет порядка 80 кОм, но эта схема подойдет только для гитар с активной электроникой и низким выходным сопротивлением. Для пассивной электроники такое сопротивление слишком низкое, и при взаимодействии с индуктивностью датчиков получившийся LR-фильтр будет подрезать высокие частоты. Помимо этого, пассивная электроника обладает меньшим выхлопом, и размах выходного сигнала может быть сильно ниже 3 вольт, что уменьшит динамический диапазон и увеличит шум оцифрованного сигнала. Для подключения таких гитар необходимо предусмотреть предварительный усилитель, который обеспечит высокое входное сопротивление и некоторое относительно небольшое усиление сигнала. Для его сборки я рассматривал различные аудио-операционные усилители и хотел найти подходящие с однополярным питанием и адекватной ценой. В итоге решил использовать операционный усилитель TP2262. Он имеет превосходные характеристики по нелинейным искажениям, rail-to-rail по выходу, и цена при этом у него сильно ниже $1. К недостаткам можно отнести повышенный уровень шума по сравнению с TL072, который тоже был одним из кандидатов в нашу схему. При нашем коэффициенте усиления это не так критично и не должно сильно испортить звук. Благодарю подписчика Eftomax за упоминание TP2262 в комментариях. Этот операционный усилитель подошел по всем параметрам. Не забывайте и вы оставлять ваши комментарии к видео. Я читаю их все и стараюсь отвечать, когда это возможно. Что я хочу видеть в нашей платформе в плане питания? На данный момент я вижу два варианта этой схемы – автономный и для педалборда. Автономный вариант предполагает питание как от аккумулятора, так и от гитарного блока питания или по USB. Зарядка аккумулятора возможна от USB и от блока питания. Также хочется отказаться от отдельного выключателя питания и включать педаль при подключении ко входу гитарного джека, либо при подключении любого из внешних источников питания. Схема запитки педали при подключении моноджека в стереогнездо хорошо известна. Рассмотрим ее при подробном разборе схемы позднее. Вы сразу можете заметить недостаток такой схемы. В составе педалборда во входное гнездо постоянно будет подключен джек, и при выключенном педалборде педаль будет включена, пока не высадит весь заряд аккумулятора. Необходимо будет каждый раз отключать джек от разъема или использовать межблочный стереоджек. Потому появился второй вариант схемы питания для педалборда, где предполагается питание только от гитарного блока питания, либо от USB. Эта схема будет упрощенным вариантом автономной схемы, и о ней я тоже расскажу и выложу ее отдельным файлом. Теперь, когда требования к схеме понятны, пора вернуться в прошлое и приступить к макетированию схемы. А покажет макет и расскажет о входящих в него модулях и их назначении я из прошлого. Я из будущего уже рассказал вам основные схемотехнические идеи, которые хотел бы реализовать в этой педали эффектов. А я из настоящего покажу вам собранный макет устройства. Сейчас он состоит из 3 частей. Ранее собранной цифроаналоговой части, видео про которое уже выходило ранее, предварительного усилителя и схемы переключения и согласования уровней, и схемы питания. Пробежимся по макету и начнем со схемы питания. Какие модули есть в нашей схеме питания и для чего они нужны? У нас есть аккумулятор, а значит нужна схема его зарядки. Она выполнена на TP4056, и это неудивительно. Я уменьшил габариты этого модуля при помощи сверхточного инструмента – ножниц по металлу. А вот и второй кусочек от модуля. Он здесь только для макетирования подключения USB. И в основную схему не попадет. Помимо USB предполагается зарядка и питание схемы от стандартного гитарного блока питания. А значит, нам нужен понижающий до 5 вольт DC-DC преобразователь. Он припаян к DC-гнезду. Рядом лежит второй вариант преобразователя. Про включение питания от аккумулятора вам рассказал я из будущего. Вот гнездо для джека с соответствующей распайкой. И еще один самый важный модуль – великий уравнитель питающих напряжений, повышающий DC-DC преобразователь на 5 вольт, запитывающий всю основную схему. Вокруг модулей напаяны какие-то детали. Об их назначении вы узнаете позднее, при подробном изучении схемы.
В этой части макета собран предварительный усилитель для гитар с пассивной электроникой, схема коммутации и согласования и схема защиты. Дисплей и крутилки я добавлю позднее. А пока вам пора заняться проектированием схемы со мной из будущего. А я тем временем соберу воедино все модули и детали на нашей макетной плате. Возвращаемся назад в будущее. Собранный макет это сильно, но созданная на его основе схема, конечно, сильней. Давайте уже нарисуем ее. Кстати, все схемы, программы и другие дополнительные материалы я выкладываю на Boosty. Доступ ко всем материалам бесплатный, а поддержка автора исключительно на ваше усмотрение. Благодарю подписчика Дмитрия за первый в моей жизни донат. Получить его было очень приятно. Вот такая схема у меня получилась благодаря макетированию. Детали и их номиналы я выбирал, исходя из наличия их у меня или хорошей доступности на маркетплейсах. У вас есть определенная свобода в выборе деталей, которые вы поставите при повторении схемы. Также никто вам не запретит модифицировать схему на свой вкус, если вы уверены в своих силах, конечно. Давайте разберем схему подробно. И начнем с предусилителя. В его схеме нет ничего особенного. Обычная схема неинвертирующего усилителя на операционнике. На входе стоит фильтр низких частот на R35, блокирующий высокочастотные помехи, защитные диоды VD2, VD3, VD4, симметрично ограничивающие входное напряжение на уровне 2,5 вольт и конденсатор C6, развязывающий сигнал по постоянному току. Непонятная на первый взгляд схема защиты на диодных сборках позволяет сократить их количество до 3 штук вместо 4. На картинке показано, как она работает. При любом напряжении, положительном и отрицательном, к сигналу оказываются подключенными цепочки из 4 диодов. Падение на каждом диоде около 0,65 вольт, а значит при размахе входного сигнала в 10 вольт эти диоды ограничат размах до 5,2 вольт. Сигнал гитары усиливается операционным усилителем DA1B, включенным по неинвертирующей схеме. Резисторами R1 R2 создается виртуальная земля, усиливается второй половинкой операционного усилителя DA1A и подключается через резистор R4 510 кОм к неинвертирующему входу усилителя. Это необходимо для задания рабочей точки усилителя на половине питающего напряжения, а высокий номинал резистора выбран для обеспечения высокого входного сопротивления для согласования с гитарами с пассивной электроникой. Коэффициент усиления определяется соотношением сопротивления резистора R7 к общему сопротивлению подключенных к виртуальной земле резисторов R5 и R6. Но не забывайте прибавлять к результату единичку. Усилитель же у нас не инвертирующий. Обратите внимание, что резисторы, задающие коэффициент усиления, выбраны достаточно низкоомными. Тут нет десятков или сотен килоом. Это сделано для снижения теплового шума резисторов. Коэффициент усиления можно выбрать из 4 возможных вариантов при помощи DIP-переключателя SV1. Он подключает к виртуальной земле один из резисторов, задающих коэффициент усиления. Или сразу оба, или ни одного. Тогда схема вырождается в повторитель сигнала. Усиления я выбрал равными 1, 2,7, 4,7 и 6,5. Уровень выходного сигнала ограничен напряжением питания 5 вольт, а значит размах входного сигнала не должен превышать 5, 1,8, 1 и 0,77 вольта, иначе начнется искажение сигнала. Впрочем, на операционном усилителе оно более мягкое, чем искажение нашего аудио АЦП. Дальнейшим развитием схемы может стать замена переключателя на 2 реле, управляемых микроконтроллером. Тогда вы сможете выбирать усиление в настройках педали, ориентируясь на выхлоп вашей гитары. Но на данный момент даже миниатюрные реле некуда разместить. В этом корпусе для них слишком мало места. Как вы думаете, почему я хочу применить обычные реле, а не ключи, мультиплексор, цифровой потенциометр или оптореле? Далее по схеме идет джампер GP1 для выбора типа электроники гитары. Сигнал с пассивной электроники забирается с усилителя, а с активной подается сразу на аудио АЦП. Смысл такой схемы в том, чтобы максимально сократить путь сигнала до АЦП для активной электроники, а значит чуть-чуть уменьшить уровень шума. Хотя это практически незаметно на слух, и даже с усилителем мне удалось добиться меньшего шума, чем выдает процессор Tank G. Этот джампер по сути решение для перфекционистов, максималистов и аудиофилов, которые считают, что любой дополнительный блок ухудшает звук. Если вы не относитесь к одной из этих категорий, можете смело от него отказаться. После переключателя стоит резистор R8. Он совместно со внутренним сопротивлением АЦП образует делитель напряжения и ослабляет сигнал примерно в 2 раза. Казалось бы, зачем усиливать сигнал, чтобы затем его ослаблять? Но это вынужденная мера. Вы же еще помните про неприятные искажения нашего АЦП. А благодаря этому делителю при 5-вольтовом питании операционного усилителя на вход АЦП гарантированно не придет больше 2,5 вольт. При повторении схемы не выкидывайте из нее блокировочные конденсаторы по цепи питания операционного усилителя и фильтрующие конденсаторы в делителе виртуальной земли. И 10-микрофарадные конденсаторы C2 и C4 желательно поставить танталовые, а не керамические. Поначалу я сам пренебрег некоторыми из этих базовых рекомендаций в силу спешки и лени и получил довольно высокий уровень шума, но когда сделал все по уму, усилитель сразу заиграл очень достойно. Со входным усилителем теперь все понятно, а что там с питанием? У схемы питания тоже есть свои интересные
особенности, возникшие в силу тех требований, которые я к ней предъявил. Питание с DC-гнезда J2 через защитный диод VD5 поступает на вход синхронного понижающего DC-DC преобразователя модуля Mini 360. Учитывая отзывы на этот преобразователь, я сразу же выпаял из него ненадежный переменный резистор и запаял постоянный на 43 кОм. В этом случае модуль выдает около 5,5 вольт, и это хорошо. По схеме необходимо напряжение несколько выше 5 вольт. Широкий диапазон входных напряжений преобразователя позволяет подключать блоки питания до 20 вольт, лишь бы распайка разъема соответствовала принятым для педалей стандартам. Питание от USB берется с модуля Blackpill, но взять его необходимо до защитного диода. Для этого потребуется подпаяться к диоду прямо на плате модуля, как показано на фото. Внешние источники питания соединяются через схему защиты от переполисовки и перетекания токов от источника к источнику на VT1, R9 и VD6, которая выполняет заодно и функцию коммутатора напряжений. Суть работы схемы такова. При наличии напряжения только на USB между затвором и стоком ключа VT1 присутствует достаточная разность потенциалов. Ключ открывается и питание подается на схему с минимальным падением напряжения и минимальными потерями. Эта часть схемы аналогична схеме защиты от переполисовки, о которой я рассказывал в видео о 10 схематехнических лайфхаках. Не забудьте его посмотреть. Если же помимо USB подключен гитарный блок питания, напряжение с DC-DC преобразователя поступит на затвор VT1. Ключ закроется, питание от USB перестанет поступать, но зато ток через диод VD6 запитает схему от DC-DC преобразователя. Аккумулятор в схеме подключен напрямую лишь к модулю управления зарядкой на TP4056, тому самому доработанному ножницами по металлу для уменьшения габаритов. К земле его минус подключается только при подключении гитарного моноджека ко входу педали J1, когда замыкаются контакты G и S. Для чего нужен диод VD1, включенный между этими выводами в обратном направлении, станет понятно чуть позже. Плюс аккумулятора подключен через такую же, как ранее рассмотренная, схему коммутатор на VT2, R10 и VD7. При работе от аккумулятора или выключенном состоянии ключ VT2 открыт, и плюс аккумулятора подключен к схеме. Когда подключен один из внешних источников питания, на затвор полевого транзистора переходит их напряжение. Транзистор закрывается и отключает плюс аккумулятора от схемы, а схема запитывается от внешнего источника через диод VD7. При подключенных внешних источниках минус для схемы зарядки аккумулятора берется через тот самый загадочный диод VD1. Таким образом, при наличии внешнего питания аккумулятор спокойно заряжается, а педаль работает даже при отключенном входном джеке, и никто им в этом не мешает. Зарядный ток модуля TP4056 я не стал менять, и он выдает 300 мА. Сама педаль может потреблять до 100-150 мА. Общий ток потребления в 450 мА вписывается в полампера, выдаваемые портом USB. Обратите внимание на подключение питания и земель к различным частям схемы. Я старался соединять их так, чтобы минимизировать возможные шумы по питанию, и эти соединения крайне желательно соблюдать при повторении схемы. Цифровая земля ГНД, земля понижающего и повышающего преобразователей, а также катод диода VD1 должны быть соединены в одной точке ГНД-ПВР. И эта точка должна быть подключена одиночным проводом к земле входного джека. Аналоговая земля ГНД-А также должна соединяться в одной точке и подключаться к джеку одиночным проводом. Иначе на вход предусилителя по земляному проводу будут приходить помехи от цифровой части и импульсных преобразователей. Органы управления индикацией, переменные резисторы, энкодер и OLED-дисплей я добавил в схему без макетирования. Для них потребуется тестовая программа, так что схема их подключения может еще измениться. Пока вы изучали схему нашей платформы, я собрал на макетку все основные модули и детали. С нашими модулями вы уже знакомы, а детали собраны на обратной стороне макетки. Большой аккумулятор используется только для отладки, в корпус он не поместится. Вместо него я установлю вот этот поменьше. Этим джампером устанавливается тип входа для активной или пассивной электроники, а DIP-переключателями устанавливается коэффициент усиления предварительного усилителя. Эти диоды смонтированы прямо на разъемах. Еще из интересного есть парочка экранированных сигнальных проводов, входной и идущий на вход АЦП. А теперь поговорим о недостатках. У модуля зарядки я обнаружил одну особенность. При выключенной схеме он выдает на свой вход небольшое отрицательное напряжение. В результате по схеме растекается ток порядка 50 микроампер. С таким потреблением в выключенном состоянии я готов смириться. Второй недостаток схемы – она не подходит для питания педали в составе педалборда, как я говорил ранее. Постоянно подключенный ко входу моноджек подаст питание на педаль от аккумулятора при отключенных внешних источниках. Привычный способ отключения питания от аккумулятора при помощи DC-джека тоже не сработает.
работает. Тут можно либо все-таки добавить выключатель питания педали, чего мне делать очень не хочется, либо создать отдельную упрощенную схему для педалбордов. И вот она на экране. Здесь убрано все лишнее. Питание от внешних источников снижается немного ниже 5 вольт падением на диодах VD6 и VD7 и подается на повышающий преобразователь. В остальном схема не отличается от автономной. Если у вас есть идеи, как все же совместить питание от аккумулятора и педалборд, но без выключателя или стереоджека, опишите свой вариант схемы в комментариях. А также не забывайте подписываться и ставить лайки. Это мотивирует меня на создание контента. Измерение объективных характеристик звучания педали отложим до следующего видео. Оно в основном будет про новый эффект, но в этих измерениях он нам поможет. А на этом на сегодня все. До встречи в новых видео.